Как научить ребенка читать? В этом выпуске разберем различные методики обучения ребенка чтению. Меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и это программа «Учимся учиться». В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на вопросы родителей, взволнованных обучением своих детей. И сегодня разберем такую проблему, такой вопрос, как обучение ребенка чтению. Вообще, до начала разбора этой темы важно понять, что чтение для человека, в принципе, не совсем естественный процесс. И если речь у человека появилась примерно 1,5–2 миллиона лет назад, то есть эволюционно человеческий мозг к ней адаптировался, у нас даже есть определенные центры речи, да, в мозгу, то есть физиологически человек адаптирован для того, чтобы разговаривать, то чтение по меркам эволюции появилось доли секунд назад. Разные специалисты говорят разное время, но примерно это 5–6 тысяч лет назад, и, соответственно, с точки зрения эволюции это ничтожное время, как я уже сказал. И в нашей голове нет областей, специально предназначенных для чтения. Но нужно понимать, что чтение — это очень сложный процесс, поэтому минимум 17 областей по текущим данным, да, научным, 17 областей мозга участвуют в процессе чтения. То есть это очень сложный процесс, и у которого нет явного центра речи, то есть мозг, различные области мозга распределяют нагрузку друг с другом при процессе чтения. Более того, я сейчас, наверное, кого-то шокирую, нет правильной методики обучения чтению. То есть на данный момент нет стопроцентно разработанной какой-то точной методики обучения чтению, которая максимально эффективна. Есть различные методики, которые имеют свои плюсы и минусы, и давайте их разберем. Сейчас в школах учат фонетическим методом, то есть обучая ребенка сначала звуком, разбирая в первом классе или даже в детском саду, делая фонетический разбор букв, слов и так далее. У этого метода есть как плюсы, так и минусы. Плюсы, вкратце, это такой универсальный метод, да, и в принципе детей по нему достаточно неплохо учат читать. То есть сначала складываем из звуков, сначала учим звуки, потом эти звуки складываем в слоги, да, и далее в слоге в слова, учимся правильно произносить эти слова, и в принципе вот так постепенно, по шагам ребенок обучается нормально читать. Но есть у этого метода и достаточно большие минусы. Первый большой минус – это отвратительная грамотность у детей, которая развита именно этим методом. Объясню почему. Потому что когда ребенок производит фонетический разбор слова, например, слово якорь, да, его учат разбирать по звукам это слово, и, соответственно, получается якорь. У ребенка происходит диссонанс, то есть с одной стороны есть этот визуальный образ слова, с другой стороны есть другой визуальный образ слова, который он видит, когда фонетический разбор проводит, слышит и так далее. В итоге результат этого – это огромное количество орфографических ошибок. Если, например, каких-то 40–50 лет назад в сочинении выпускника школы на 10–15 страниц можно было увидеть
1-2, максимум 3-4 орфографические ошибки, то сейчас такой результат могут показать лишь олимпиадники или очень хорошие выпускники каких-то супер школ, в которые берут по большому конкурсу. И еще один минус этого метода: он противоречит современным исследованиям в области мозга, в области чтения. То есть исследования показывают, что чтение у нас происходит так, что мы воспринимаем полностью все слово целиком. Вот результаты этих исследований стали основой того, что, например, методика обучения чтению в тех же Соединенных Штатах, она абсолютно другая. Там заучивают в 1 и 2 классе 300 самых популярных слов английского языка, и, соответственно, у ребенка этот визуальный образ в голове откладывается, и, соответственно, он читает и быстрее, и с лучшим пониманием. То есть 300 самых распространенных слов — это порядка 60% всего языка, и, соответственно, за счет того, что ребенок визуально их выучил и воспринимает эти слова целиком, то, соответственно, читает значительно лучше, с лучшим пониманием и с лучшей скоростью. Следующий метод, который был популярен и который был основным несколько десятков лет назад, 50-е, например, 60-е годы, это визуально-буквенный метод. То есть я его считаю лучше, чем фонетический. Почему? Потому что он, в принципе, похож на фонетический, но не делался такой сильный акцент на фонетический разбор слова, на звуки, и, соответственно, ребенок учил складывать буквы в слоги, и плюс этого метода в том, что грамотность была сильно выше. То есть у ребенка был, с одной стороны, визуальный образ этой буквы, этих слогов, с другой стороны, соответственно, то, как они произносятся. Но не делался акцент на произношение, и, соответственно, дети учились читать достаточно хорошо, без особых логопедических проблем, но при этом с орфографией тоже проблем не было. Здесь еще можно сказать, что у этого метода есть какие плюсы, по сравнению с фонетическим. Вообще про фонетический метод говорят, что в принципе он не особо нужен, не особо слуховой канал участвует в процессе чтения. То есть, например, стандартным вот таким буквовизуальным способом учат детей глухих, глухонемых читать, и при этом они пишут какие-то пересказы, сочинения, то есть понятно, что не говорят, пишут, и пишут они достаточно хорошо. Мы можем говорить, что у них, во-первых, достаточно хорошее понимание, в целом лучшее, чем у большинства обычных детей, и у них хорошая грамматика, хорошая орфография, следовательно, можно говорить о том, что вот этот фонетический, фонематический метод, их значение завышено очень сильно. И давайте разберем альтернативные методы чтения, которые достаточно распространены. Назову эти два метода, это кубики Зайцева, кубики Чаплыгина, но есть кубики Зайцева, он основоположник этой методики, есть кубики Чаплыгина, которые технически чуть лучше с учетом временных изменений реализованы, но все-таки это методика Зайцева. И есть методика Глена Домана, американский специалист, к сожалению, уже покойный. Давайте вкратце о них расскажу. Методика Глена Домана основана на
том, что ребенку с младенчества, практически там с 6, если не ошибаюсь, месяцев, показывают карточки со словами, комментируя их предметами и так далее. В общем, смысл методики в том, что у ребенка в голове это как-то откладывается, и, соответственно, он это выучивает, запоминает и далее читает по словам. У этой методики есть очень много минусов и, соответственно, противников. Почему? Ну, потому что, да, есть дети, на которых это работает, но их достаточно мало. Для того, чтобы это работало, должны совпасть очень много факторов. Более того, должны все области мозга созреть для того, чтобы вот так целостно воспринимать. И, к сожалению, то есть очень много родителей, начитавшись рекламной информации, начинают эту методику использовать на ребенке и искренне расстраиваются, когда результатов не получается. То есть 100% результата вы тут не получите. Есть даже страх того, что чрезмерная интенсивность этих занятий приведет к тому, что ребенок, соответственно, у него полностью желание как-то что-то изучать пропадет. Другая методика — кубики Зайцева, кубики Чаплыгина. Это обучение по складам, очень такая популярная в России и в странах СНГ методика, и она достаточно неплохая, достаточно рабочая. Я, наверное, считаю ее одной из лучших на текущий момент. Понятно, что есть свои минусы, о них чуть позже, да, расскажу. Какие плюсы? Плюсы в том, что все понятно, все визуально. То есть есть вот эти кубики, ребенок сразу видит склады. А единственная проблема по методике Зайцева, она очень сложная. То есть для обычного родителя, не специалиста, разобраться с тем, как это работает, собрать вот эти все кубики. Если вы не знаете, этот набор приходит в бумажном виде. Кубики нужно самостоятельно собирать, наполнять их различными наполнителями для того, чтобы звонкие звуки вот так звенели, да, вот, и, соответственно, методика очень сложна для именно родителя и педагога. Понятно, что профессиональный педагог это выучит, разберется, а вот для родителей это проблема. Теперь еще раз проговорим про недостатки. Первый недостаток я уже сказал, это трудоемкость методики самой, то есть не так просто в ней разобраться. Вторая проблема — это непоследовательность, то есть нет четких расписанного поурочного плана того, что делай так, делай так, делай так. То есть система более такая интуитивная. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, для родителей очень проблемно реализуемая. Почему? Потому что непонятно, на каком уровне сейчас ребенок, нет понимания, как вот эту обратную связь у ребенка брать. То есть, еще раз повторюсь, что профессионалы хорошо работают с этой методикой, обычный родитель, для него это проблема. Следующая проблема, с которой родители столкнутся, называется «а в школе не так». То есть в школе учат читать по-другому, фонетическим, фонематическим способом, да, и ребенка будут пытаться переучивать, плюс есть учителя, у которых это вызывает негатив, то, что ребенка учили читать первоначально не так. То есть вот этот такой диссонанс будет, и с этим вы столкнетесь. Следующая проблема, эти там знаменитые Б, В и так далее, Б, Э, В, Э, то есть кубики Зайцева используют все сочетания, которые в русском языке есть, но, например, крайне редкие сочетания, например, Б
и да, то есть таких слов крайне мало, но ребенок, соответственно, их выучит и будет использовать тогда, когда надо, и тогда, когда не надо. То есть это та же проблема, с которой вы также столкнетесь. Ну и что хочу сказать напоследок. Напоследок хочу сказать, что, во-первых, нет четкого возраста, да, в который надо обучать ребенка читать. Ну, условно называется возраст там, от 3 до 6 лет. Нужно понимать, что, ну, как я уже в начале сказал, порядка 17, а то и более различных областей мозга за процесс чтения отвечает. Соответственно, они физиологически должны созреть для того, чтобы ребенок научился нормально читать. То есть, возможно, у вашего ребенка они созреют в 4 года все, да, которые нужно, а возможно и в 6 лет. Соответственно, если какие-то участки не созрели, ребенок физиологически не сможет чтение нормально освоить. Ну и что еще рекомендую? Рекомендую различные методики тестировать и смотреть, что лучше заходит вашему ребенку. Потому что, ну, по факту какой-то универсальной системы обучения чтению, которая не имеет проблем, не имеет каких-то побочных эффектов, при этом дает очень быстрые результаты, хорошие, ее, к сожалению, на данный момент нет. Я сейчас занимаюсь разработками в этой области, есть определенные продвижения, ну и, возможно, в каких-то моих пособиях в ближайшее время вы это увидите. Еще важно понимать, что после обучения чтению, когда ребенок уже начал читать по словам, нужно вам понять, что такое в принципе чтение. Да? Многие учителя, педагоги и родители не понимают, что такое чтение. Чтение – это понимание прочитанной информации. То есть основная цель чтения ребенком – это в том, чтобы он прочитал и понял информацию, которую он прочитал. И это не чтение на скорость, это и неправильной интонации при чтении. Это просто понимание прочитанного. То есть к этому нужно стремиться. Понятно, что в школьной системе есть какие-то критерии, скорость чтения вслух. Ну, нужно понимать, да, что скорость чтения вслух с чтением особо ничего общего не имеет. Это умение ребенком работать с речевым аппаратом, и это тренируется абсолютно по-другому. Вот, в принципе, вкратце все. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео, касающихся именно методик чтения, и я на них с удовольствием отвечу. С вами был Шамиль Ахмадуллин, программа «Учимся учиться». Успехов, удачи, пока-пока.